Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем тему про загробный мир. У нас сегодня, по-моему, сейчас посмотрю, который у нас выпуск, 25-й. Значит, еще раз напоминаю, что ваши вопросы не пишите под другими роликами. Я их не запомню, я их забуду. Напишите «Мир мертвых» ваши вопросы. 6 месяцев назад, уже 6 месяцев назад снятый ролик. Значит, на аватаре такие люди в белом. Те вопросы, на которые я ответила, я их удаляю, чтобы вторично не читать. Хотя я их запоминаю, но на всякий случай, чтобы 2 раза не читать, я их на всякие пожарные удаляю. Вопросы, которые не касаются темы, тоже будут игнорированы, потому что миллион раз попросила написать вопросы именно касаемо этой темы. Тема неисчерпаемая, как океан, потому что жизнь временная, смерть вечная. Вот поэтому люди всегда интересуются после временной жизни, они уйдут в вечность, и что там их ожидает. Не менее интересно и нужно знать человеку, его сознанию, чем разобраться в жизни временной. Итак, предисловие вопросов не буду читать. Заранее скажу спасибо, мне очень приятно, что вы цените мой труд. Но чтобы не тратить время, прочитаю сразу вопросы. Значит, доброе время суток, уважаемый Инга. Во время моей первой химиотерапии ночью я проснулся, увидев в конце палаты женщину в платье с венком желтых роз на голове. Она смотрела в зеркало. Странно, какое-то мяуканье мне показалось, но Гиса здесь сидит, не мяукает. Так. Она смотрела в зеркало. Я рассмотрел через отражение часть лица. За секунду ее кожа исчезла и стала скелетом она. Повернулась ко мне, моментально стала возле кровати. В костяной руке держала таблетку, такую, как и у меня было в аптечке. Она сказала, но не открывая рот, как эхо: «Выбирай, если хочешь жить, выпей ее. Даю на раздумье 30 минут. Время пошло». Исчезла, став дымом. Я, конечно, выпил таблетку из своего запаса, но впоследствии избегал почему-то зеркал в больнице. Ваш ритуал, водное очищение, помогал мне, за это вас благодарю. Сейчас в ремиссии, но еще лечение идет. Можно ли узнать, кто это был, и дали ли мне шанс на выздоровление? Да, дали. Это была сама смерть, она приходит по-разному. Разнятся рассказы о смерти у людей по той причине, что она каждому человеку приходит по-своему. Невозможно однозначно говорить, как она выглядит, какая она, значит, как она должна прийти. Кому-то приходит в виде красивой женщины, кому-то приходит как элегантный мужчина в цилиндре, кому-то приходит как Христос, кому-то приходит как Мухаммед. Понимаете, каждому мы не можем понять, почему именно таким образом приходит. Может быть, вот к вашему роду именно так она приходила, ко всем потомкам вашего поколения или вашего рода. И вот к вам пришла точно в таком же качестве, в котором приходила к вашему деду, прадеду и прочее. Таблетка это, смотрите, если бы вы сказали, например, вот она сказала, даю на раздумье 30 минут. Таблетка это не именно конкретно та таблетка, хотя, может быть, и та таблетка тоже нужна была в тот момент. Она хотела понять, вы готовы дальше бороться за жизнь или не хотите. Вот если бы вы сказали «не хочу пить» или решили не выпить эту таблетку, потому что что-то как-то вам кажется, что это ерунда какая-то,
то это значило бы для нее, что вы не хотите бороться, она бы вас забрала, чтобы вы не мучились дальше. Но вы тем самым, что выпили таблетку, дали понять, что вы хотите бороться и готовы. Она вам дала шанс. Это значит, что ваша ремиссия будет длиться очень долго. Вот и все. Кстати, пользуясь случаем, скажу пару слов. Так, друзья мои, мне приходят все переводы, которые вы отправляете. Сегодня несколько переводов приходили от Ольги на довольно большую сумму, на самом деле. И просто, естественно, я это не озвучиваю. Знаете, что я это все вижу, ценю, и мне, конечно, приятно, что люди ценят мой труд. Это так, между делом знаю, что вы эту рубрику все смотрите. Дальше. Люди, которые под роликами пишут с дочерних каналов. Во-первых, напомню вам, что все, кто ведет дочерние каналы, напишите мне, пожалуйста. Мне нужно с вами иметь связь, потому что бывают различные предупреждения там и так далее. Я, по крайней мере, вам помогу сохранить канал, потому что иногда есть темы, которые, например, на которые жалуются. Ну, сами понимаете, тема 2020 года, там, когда всех нас закрыли по домам и прочее. Но чтобы конкретно сказать, какие ролики следует закрыть на время, чтобы канал уцелел, для этого у вас должна быть со мной связь. Поэтому напишите и под роликами, пожалуйста, с дочерних каналов больше не пишите. Не должны дочерний канал нигде ничего писать. Это немножко может запутать людей, которые не могут понять, кто с ними разговаривает. Я или дочерний канал. Не все знают о дочерних каналах. Мне иногда пишут, вот смотрите, вот канал создали. Я говорю, это дочерние каналы, и сейчас говорю. Каналы, в которых написаны только мои данные и мои работы, это дочерние каналы. Я одно время разрешила всем создавать дочерние каналы, подключать рекламу на всех ресурсах интернета, на которых хотят. Но с определенными условиями. Закрыть комментарии, не писать темы никакие под роликами, а дать ссылку, где эти ритуалы есть, и напечатанный текст. Ну и не отвечать с этого канала нигде, больше ничего, кроме этих работ, не загружать. Поскольку если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, то там должны быть работы одного автора. А иначе это не дочерний канал, а какая-то белиберда. Вот, собственно говоря. И люди, которые хотят сами эти ритуалы проводить, снимать, показывать, указывая авторство, ну, они, да, имеют право открывать и обсуждать, и, не знаю, там, комментарии открывать. Тут уже ничего страшного, потому что сразу видно, что это не я, а что человек просто мои работы проводит и хочет показать свои алтари, имеет право. Ну, об этом уже мы говорили, не хочу повторяться. Просто вижу постоянно из дочерних каналов, но уже 100 раз вас попросили и говорят. Не потому, что мне это вот прям плохо от этого, а потому что есть определенные инструкции. Пишите с дочерних каналов, люди путаются. Им кажется, что это я пишу и отвечаю. Понимаете? А потом иди и докажи, что ты не верблюд, что это не ты отвечала, что не ты написала, или там, не знаю, рекомендации какие-то давать тоже запрещено с дочерних каналов. Хотите вести, ведите по-человечески. Всего несколько пунктов надо соблюдать, не более того. Я ж не лезу, не командую, не говорю ничего. Я вообще не мешаю человеку. Дала вам полное право и полную свободу. Просто соблюдайте некоторые правила всего лишь. Начнем дальше. Точнее, продолжим. Так. Пожалуйста, не пишите личные вопросы. Опять говорю. Личные вопросы здесь не пишем. Так, далее смотрю. Так, уважаемый Инга, доброго времени суток. Огромная благодарность за ваши труды. Дело в том, что последние
примерно 2 недели мои покойные родственники приходят ко мне во сне, всегда сидят за изобильным, богатыми столами, очень активно кушают, я стою рядом. Если бы один раз увидела, не обратила бы внимания, но почти каждый день это происходит. Как можно это понять? Подскажите, пожалуйста, с уважением, Татьяна. Сейчас объясню вам. Хотя говорила, что сон обсуждать мы не будем, но поскольку здесь страх у человека, как бы его ни забрали, значит, если вы садитесь с ними за стол, если это вам приходят ваши родные, значит, родные, да, насколько я поняла, родственники, да, они приходят, чтобы предупредить, а не забрать вас. Если покойные люди, неважно, родные, там, чужие, но вы знаете, что их нету, они сажают вас за стол, и вы начинаете есть с ними вместе, угощают, это плохо. Это к очень плохой смертельной болезни, которую надо будет вам преодолеть или бороться, и оно, скорее всего, рано или поздно вас заберет в могилу, если вы с ними садитесь за стол и едите. Но здесь вы просто стоите рядом со столом и смотрите, как они едят. Это вам предупреждение. Если вы сейчас что-то делаете, связанное с финансами, будьте очень осторожны, проверяйте все документы, а лучше вообще не связывайтесь с этим, если вы не начали эту работу еще пока. Вам предлагают, а вы думаете. Почему? Потому что это может закончиться тюрьмой. Если покойники вас не едят возле вас, это значит, есть опасность тюрьмы, есть опасность срока, есть опасность разорения, штрафа, в общем, позора и так далее. Поняли? Вот принимайте это как предупреждение. Они приходят вас предупреждать о том, что ту работу, то, что вы сейчас делаете, то, за что вы взялись или вам предлагают, очень опасно. И может закончиться тюремным сроком, может закончиться чем-то страшным. Если вы имеете дело с финансами, если вы имеете дело с чужими финансами, если вы бухгалтер, если вы, значит, кто там, секретарь, если через вас проходят эти финансы, будьте очень осторожны, хотят вас подставить. Очень осторожны. И вот прям бегом, сразу же, как узнаете, идите, проверяйте все эти документы. Если увидели какие-то неправильности, исправляйте или уничтожайте эти все документы. Потому что в скором времени может нагрянуть проверка, и они все заранее знают, что надо искать, и они все повязаны между собой, и они могут вас подставить. Теперь поняли, почему они к вам приходят и показывают это все вам? Так, пойдемте дальше. Ну вот, если там покойники, родственники или там вообще покойники снятся, которые кушают за очень шикарным таким столом, там с явствами разными, сладостями и так далее, перед вашими глазами, например, если женщина встречается с мужчиной, собирается замуж, это тоже будет означать, что этот брак рухнет, что этот брак закончится изменой, избиением, ну, в общем, чем-то страшным. Поэтому, если вам такое снится, это вам предупреждение. Хотите, принимайте это предупреждение, хотите, не принимайте. В любом случае, итог будет один. Мы много раз сопротивляемся в своей жизни, не желая видеть очевидного, потому что не хочется, никому не хочется видеть правду. Правда, она горькая, тяжелая. Но в этом случае это не приговор, это предупреждение. У вас пока есть время. Вот они все время приходят и пытаются до вас достучаться, что вам надо что-то с этим сделать. Еда – это ваши надежды, перспективы. Они едят ваши перспективы, уничтожают, съедают. То есть они показывают, это все уходит, и оно закончится плохо голодом, значит, безденежьем закончится, очень, может быть, тюрьмой закончится, понимаете? Они вам дают этот знак все время. Обратите на это внимание. Вы ли работаете, муж ваш этим занимается, сын, неважно. Если вы сейчас получили ответственное задание, работу, значит, относитесь к этому очень серьезно, либо не беритесь за это, либо, если уже взялись, значит, проверяйте всю эту картотеку, все эти документы и все. У вас еще есть время проверить, все проверяйте.
чтобы потом вас не застали врасплох и не подставили. Так, значит, и так далее. Начало не читаю, спасибо, мне приятно. Хочу рассказать 2 истории. Мне самой годов немало, я не удивляюсь ничему, но очень хочется узнать ваше мнение. Моя родная тетя, ныне покойная при жизни, была очень поганой, завистливой бабой. Соответственно, язык тоже на редкость поганый. Где появлялась, всех стравливала своим языком, но дело в другом. Любила она и мертвым кости помыть. И надо сказать, что в тонком сне, а может в дреме, а может и наяву, ну а плюхи от покойников получала не раз. Как говорил ее сын, мою мать все покойники по морде били. Соседка покойная пришла к ней во сне и сказала: будешь вякать ко мне пойдешь. Через 3 дня чудом под автобус тетка не попала, только ногу подвернула. Если можно, прошу ответить. Это души покойных приходили или другие сущности? Могли души покойных приходить, могли духи их рода приходить, наказывать, могли проводники этих людей, могли хранители, которые были при жизни, после них остались на этой земле, что потом охранять их потомков они могли приходить, и могли сами покойные приходить, да. Им дают возможность, когда накапливается отрицательная энергия, вы их питаете этой энергией, усиливаете. То есть каждый раз, говоря о покойном какие-то гадости, будьте готовы, что вы отдаете часть энергии этому человеку ушедшему, ну уже душе его. И он может как-то прийти, набраться сил, набраться энергии, потусторонней энергии, которая материализуется, и ударить по морде. Кто угодно из потустороннего мира мог наказать вашу тетку, но из-за покойных наказывали, не просто так. Но самое страшное, что такие люди, они не делают выводы. Жажда говорить гадости, осуждать, высмеивать, ну, что-то плохое сделать настолько велико у этих людей, что даже вот такой страх их не останавливает. Я уверена, что и там по морде ей дают. Так. Дальше. История из 60-х годов, значит, прошлого века. Ходила в нашем городе. После аборта умерла молодая красивая женщина. Красавец муж бился в рыданиях, обнимал ее в гробу. Жену похоронили. Ему ехать в командировку, документов нет. Во сне к нему приходит жена и говорит: твои документы у меня в ногах в гробу. Это я знаю, эту историю. У нас тоже такая история была. А может, эта история просто где-то они услышали, и каждый по-своему перевел и пересказал, как будто бы это случилось в их городе. Хотя, может быть, и похожие были истории. Но я это знаю, я уже поняла, о чем речь. Значит, твои документы в ногах гроб откройте, но выше бедер, да, меня не открывай. Добился он эксгумации, открыли гроб, да, в гробу в ногах документы. Решил он последний раз все-таки посмотреть на ее лицо, открыл покрывало, а грудь жены сосет черная змея. И что тут было? И батюшки, и бабки вопили, что это дьявол, народа было немало, кладбище при церкви. Ваше мнение, очень прошу ответить. Могло быть такое. Я знаю историю, когда, значит, жена сказала: не открывай, а он открыл, и змея его ужалила, и он тоже умер. Значит, ваше мнение и так далее. Или это народная байка нашего города. Разговоры долго не утихали. Возможно ли, что гроб был плохо закрыт, либо приоткрылся, что змея учуяла молоко, или это народный фольклор? Змеи бывают разные. Иногда змеи питаются кровью человека. Есть и такие, которые впиваются и начинают высасывать кровь. И вампиризирующие такие есть змеи. Змея иногда, учуяв плоть, может впиться. Может быть, действительно, она, может, была беременна. Может, после рождения ребенка, как вы сказали. Могло быть такое. Но к дьяволу и к сатане это не имеет никакого отношения. Это уже физиология тела человека.
оно уже не, то есть не имеет никакой ценности для мира духов. И поэтому наказать тело человека никак невозможно. Есть определенные, скажем так, традиции, обычаи. Например, в исламе есть такое поверье, что если змея лезет в гроб к покойному, что если из гроба раздаются такие душераздирающие крики, значит, при жизни человек был такой мерзкий и подлый, что у него могильные мучения. Считается, что душа пока не покидает, что она находится рядом с телом в могиле, и к нему начинает приходить, значит, судья, там, ангел суда, и задает ему определенные вопросы. Вот если на эти вопросы он ответит правильно, его душу освобождают. Если нет, значит, он долгое время еще будет мучиться в могиле. Я считаю, что вот все эти поверья, все эти разговоры, они не беспочвенны. Все они имеют место быть. Как и в потустороннем мире, в тонком плане, есть много миров различных, есть много эгрегоров, есть много сил. Каждая сила отправляет своих людей в этот мир. Понимаете, это как... Вот все, что в нашем мире создано, это по образу и подобию того мира. Значит, каждая организация отправляет своих людей. Каждый человек получает определенную профессию. В этой профессии он достигает определенных высот. Вот в потустороннем мире точно так же. Есть души, которые занимают более высшие иерархии, и духи, и силы, и боги. У них есть иерархия, разделение, да? Значит, каждая сила, каждый эгрегор, божественное древо, дьяволическое древо, религиозное древо, их много религиозных эгрегоров. Значит, древо сил, древо темные воронки. Каждый из этих эгрегоров, из этих силовых полей отправляет свои души на землю. Они приходят сюда. Вот почему сказано, что другой эгрегор, другую силу не обижай. Не обижай никого из этих сил. Не презирай. Они все силы имеют право наказывать тебя. Они тебя не могут наказать до того момента, пока ты не затрагиваешь их. Если ты просто не веришь во что-то, вот какую-то силу, эта сила не может тебя наказать. Не идешь в церковь, сила религии не имеет права тебя наказывать за это. Но защищать не будет. Если в какой-то момент придешь в церковь и попросишь, защиты не получишь. Почему? Это как вам объяснить? Если вы хотите защиты, вы должны играть по правилам игры. Если вы хотите, чтобы государство, например, вас не преследовало, но это государство, созданное людьми, оно может преследовать и невинного человека, не сравнивайте. Во Вселенной все безупречно и все, значит, создано, как бы сказать, совершенно. Если вы ничего не делаете религиозному эгрегору, ну, никак не вредите, ничего плохого не делаете, оно вас наказывать не может. Только из-за того, что вы не верите в нее или не ходите в церковь или в мечеть. Но если вы что-то сделаете, даже если люди об этом не узнают, эта сила уже имеет право тебя наказывать. То же самое. Если вы в ведьму не трогаете, сила магии вас не наказывает и не трогает никак. Но если вы затрагиваете силу магии, эта сила уже может вас наказать, потому что вы перешли грань. То есть вы нарушили закон, кон мироздания, один из конов мироздания. За это вы можете получить по голове. Если вы хотите всецело быть защищенной языческой силой, это мы так называем языческой, это древняя вера, древней верой, значит, вы должны быть в этой вере, чтобы получить полностью со всех сторон эту защиту. Если вы хотите быть под защитой церкви, значит, вы должны полностью соблюдать все традиции, обычаи, все требования церкви. Если вы хотите, чтобы вас защищала полностью мусульманская сила, ислам, значит, вы должны соблюдать полностью все законы ислама. Понимаете, если вы чуть-чуть здесь, немного там, да, вы можете получить, есть нейтральные определенные такие работы и просьбы, которые ни одну силу, значит, ни одной силе не мешают. Вот вы можете не отказываться ни от какой религии, быть и в религии и просить какие-то
определенные блага у древних сил. Но вы, например, не имеете права праздновать языческие праздники. Вы не имеете права там делать то, что могут делать люди, которые всецело в древней вере. Почему? Потому что вы не вышли из этого эгрегора, значит, и сюда вы зайти не можете. Между ними вы можете просить, да. Просить получать, никого из них не обделяя, не обижая. Поняли меня? Но если я сегодня ношу крест, завтра ношу полумесяц, послезавтра я уже в магии, потом я решила, что я буддизмом хочу заняться, то ни одна из этих сил вам не поможет. Они не любят, когда человек сажается, то есть, ой, неправильно, садится на все стулья подряд. Это уже не стулья, это скамейка целая получается. Вот о чем речь. Хочешь получить защиту, будь предан этой силе. Защиту во всех отношениях. Но если временно что-то вам нужно, можете прийти к этой древней вере, попросить. Язычество называют. Почему язычество? Потому что от слова язык, от слова сильное слово. Когда приходили, значит, обращать людей в иные веры, говорили, что эти люди, у них заговорное слово очень сильное, язык сильный. То есть настолько у них могущественное слово, что стоит им сказать, попросить, и они получают. Вот отсюда язычники, сильный язык у них, могущественный язык. Не просто так в Средневековье, когда значит, в Европе казнили ведьм, надевали им намордник с шипами, который резал язык, как только человек пытался там шевелить губами, что-то попросить. Страшные вещи творились, конечно. Страшные. Но из-за этого они боялись слова заговорного. Настолько боялись, что невозможно преследовать того, то есть то, во что ты не веришь. Да? Вот я не верю, что... Даже не знаю, что сказать. Не верю, что там вот на улице какие-то... Что деревья сейчас встанут, придут сюда, в мой дом. И поэтому я не собираюсь строить забор, чтобы эти деревья не прошли. Я не верю, что это возможно. Но говорить... Я не верю в магию, но ведьм и колдунов надо наказывать. Но если ты не веришь в магию, значит, ты не веришь, что они что-то могут. Так за что их наказать? Не верь в это, и все. Согласны? Вот о чем речь. Не трогайте ни одну силу, и ни одна сила вас не будет трогать. Попросите, поможет. Не оскорбляйте, не трогайте, не задевайте. Вы тем самым даете им возможность, развязывайте руки, чтобы они вам навредили. Не трогайте все, просто живите. Не хотите, не идите туда. Так, пойдемте далее. Так, здравствуйте, уважаемая Инга, и так далее. Спасибо, мне очень приятно. Так, умер мой сын. Он не отзывался на звонки, а через несколько дней его нашли в машине. Была ужасная жара, естественно, машина нагревалась, и медики не могли точно определить день его смерти. Дата медиков и дата установления нами разнятся. Мы его кремировали. Скажите, влияет ли на его душу незнание нами точной даты смерти? Его мы поминаем в дату, написанную в документе. Абсолютно не влияет. Вы предали его земле, кремировали, в общем, отправили на покой его. Я вам очень сочувствую, это очень страшно, очень тяжело, тем более, когда ты не можешь иметь доступ к своему ребенку, чтобы посмотреть, что с ним случилось и так далее. К сожалению, тело человека, да и все предметы, вообще все на этом свете не вечно, понимаете? Если уж горы каменные разрушаются со временем. Просто у каждого свой срок. Для каменных гор это миллионы лет, для человека это несколько лет, когда его тело уже рушится, разрушается и уходит в небытие. А для умершего человека, для тела умершего человека, тем меньше лет, то есть времени дано для разрушения и разложения. И это очень, очень тяжело, когда уже в таком разложенном состоянии, то есть это, естественно, неприятный запах, это, естественно, закрытый гроб, это невозможность прощаться, это, вот на полсилы просто человека хватает времени как-нибудь просто быстро предать земле, потому что это и опасно, это и неприятно, это тяжело.
родной человек, и вот не можешь даже видеть, что с ним, как с ним. И самое страшное, что когда мы не видим ушедшего человека, не видим его тело, не видим, что он ушел, всю жизнь ощущение, что он живой. Вот сейчас дверь откроется, и он зайдет, сейчас позвонит, понимаете? Чувство незавершенности тяжело. Поэтому я ему очень сильно сочувствую. Очень страшно, что так получилось, очень жаль. Ну, увы, что делать? И тело человека очень, очень быстро разлагается, очень быстро. Если человек утром умер, к вечеру он уже начинает неприятный запах издавать, там уже бактерии размножаются, там уже очень все. И, естественно, у вас внутри это все осталось, это боль, рана. И знаете, что бы я вам ни сказала, любой человек, это неизлечимо. Вы всю жизнь будете это помнить до самой смерти. Это, наверное, самая страшная боль на земле, потеря ребенка. И это никак не исцеляется. С этим мы просто учимся жить, с болью. Все. Мы учимся жить с болью, и не более того. Но боль не проходит. Ерунда это все. Никакое время ничего не лечит. Теперь вы беспокоитесь о его душе и о том, что дата смерти не совпадает. Вы знаете, совершенно не важно, когда вы будете поминать своего ребенка. Хоть сегодня поставите и будете, ну, там поставите, скажем, мед ему, все, что он любил, красные яблоки, что он у вас еще любил, орехи. Вот поставьте ему и помяните его всегда, когда душа просит. Дата смерти вообще не... Вот мне всегда, вот знаете, меня умиляет, когда люди празднуют день рождения. Не время там, например, день памяти. Ну, предположим, у великих людей день памяти, они, как правило, в день его рождения, что вот в этот мир пришел великий человек. Но это больше день памяти. Я помню, у нас в селе один мужик немного разбогател и хотел всех удивить и показать, какой он крутой. Значит, каждый год из России приезжали всем скопом и праздновали день рождения от ушедшего отца. Он уже 20 лет, как его нет, день его рождения. Прям натуральный день рождения с плясками, танцами, с пожеланием долгой жизни и здоровья. Я думала, это безумие какое-то или это... Ну, есть люди, лишь бы, знаете, им пожрать, выпить, им все равно уже. Какая причина? Жополизов много. И вот они шли там, поздравляли его. Я вообще не... Вы понимаете, когда человек уходит с этого мира, обнуляются все его даты. И день его рождения, и день его там получения диплома, и день его свадьбы. Все обнуляется. Это уже становится памятью. Часть... воспоминанием становится человек. Все. Конечно, его нужно помнить, но эти даты не имеют абсолютно ровным счетом никакого значения вообще. И день смерти не имеет. Самое главное, что вы правильно сделали, вы все-таки кремировали его. Вы сразу освободили его душу. Вы отдали его, дали ему возможность уйти. Все, его душа успокоилась. Его душа нашла покой. Те покойные, которые 40 дней прощаются, и кремированные также прощаются. Значит, 9 дней они дома бывают, 40 дней они прощаются со всеми, кого знали. Всех прощают и сами просят прощения. И год они стоят возле могилы, пока их тело разлагается и уходит, чтобы от тела ничего не осталось. А если человека кремировать, то его душа освобождается сразу. И вот эти 9 дней, 40 дней практически у многих этих душ уходит, то есть без всего этого. Нет, он прощается, но ему уже эти даты не нужны. Он этот весь круговорот совершает сразу же и уходит. И вы освободили душу своего ребенка. Он есть без тела. Поменяйте свое мнение, свое отношение к смерти, вам станет легче. Ваш ребенок есть, его тела нет. Вы не представляете, насколько это реальность. Вот родители, чьи дети погибли или там, ушли, у каждого свое время. Когда я с ними говорила, я чувствовала, что у них, конечно, неверие там. Это нормально. Это нормально, люди не могут видеть то, что я вижу. И, конечно, им хотелось бы верить, что их ребенок есть где-то. И я им говорю, вы знаете,
А давайте я вам скажу подробности. Вот у него любимая красная куртка там висит. Он сказал еще так. И вот определенные эксперименты. Сделайте вот это все. Посмотрите, что он дома у вас находится. А потом он во сне приходил, говорил. Молодой парень, который ушел, и мать, и сестра не могут успокоиться, очень тяжело переносят. И когда я сказала, что ему там хорошо, понимаете, и он сам пришел и сказал: ну, хватит вам уже плакать и рыдать, мне хорошо. Смотрите, как мне хорошо. Он показал поле, он, значит, красиво одетый, там много молодых людей. Он сказал: мам, ну мне хорошо здесь, ну хватит плакать. Ну, чего мы плачем? Да, мы плачем о себе, мы плачем о потере. Это очень тяжело. Это вообще, особенно когда молодой уходит, это прям невозможная боль. Это не дед старый, 80 лет. Но, друзья мои, ну все когда-нибудь уходят, у всех свой срок. Значит, их время было такое. Вот они должны были в это время уйти, понимаете? Вот они для этого родились, пришли, пожили вот столько, научили вас быть матерью, научили вас любви, что-то выполнили эту функцию в жизни. Пусть они ушли без ребенка, не оставили никого, неважно, но значит, их время вот так должно было быть. Они согласились, подписали этот контракт, их душу отпустили сюда, а потом они ушли. Все. Они возвращаются домой. Когда вы все поймете, что там вечность, настоящая жизнь там. Здесь у нас мучение. Там войны, здесь смерти, здесь обездоленные люди, несчастные животные на улицах голодные, сироты, люди там спившиеся, разрушенные семьи, пожары, наводнения. Одни страдания. Там что? Там спокойствие. Там вечный покой. Почему мы говорим покойник? Он покоится с миром. Они уходят в разные миры. Но им дано право там видеть друг друга, когда они хотят. Там такая же жизнь, как здесь, но только там совершенная жизнь. Есть миры, похожие на нас, вот как жизнь, вот так же живут, точно так же. И горе, и радость, и так далее. Это души, которые еще свою функцию здесь не до конца выполнили, их отправляют в такую мини-копию нашего мира. Там другой мир. Я просто вижу тот мир. И если бы меня не удерживали родные и близкие, я бы так давно ушла отсюда. Вы даже не представляете. У меня душа все время рвется уйти туда. Я совершенно не дорожу, не держусь за эту жизнь. Я не говорю, что это так надо. Нет, это не депрессивность, это не желание уйти. Нет, нет. Вы должны понять, у меня нет страха. Я просто видела рубеж этих миров. И я вам говорю, как человек, не раз видевший смерть и не раз встречавший ее дыхание, знаете, перед лицом. Не бойтесь вы смерти. И вашим родным, близким там хорошо. Если эти люди, естественно, если они жили как люди, я не говорю про всяких недочеловеков, если они жили как люди и не нарушили особо-то, там, скажем, по мелочам это не считается, а вот именно такие страшные вещи не натворили в своей жизни, они уходят в лучшие миры. Есть серые миры, где и вроде и хорошо, и плохо, и все. Но они через некоторое время, когда они проходят свой экзамен, свое чистилище, их отправляют в иной мир, уже на покой, понимаете? Не бойтесь смерти. Она не страшная. Но и не стремитесь к ней раньше времени, уважайте ее. Не просите ее раньше времени прийти. Она не любит это все. Она любит, когда ее уважают. Она вот когда решит, когда ваше время есть, когда ей сказали, что вас надо забрать, вот тогда и заберет. Не вы будете решать. Но в то же самое время не надо этого бояться. Не надо жить с чувством вечной потери. Это не вечная потеря, это временное расставание. Так, давайте далее посмотрим. Так, Наталья пишет. Спасибо, мне тоже очень приятно. Вот читает пока вопросы. У меня несколько вопросов. Дедушка мужа болел и умер дома. Когда готовили поминки, я увидела, что матрас, одеяло, подушку и постельное белье куда-то понесли. Спросила, куда, зачем, ответили, что надо сжечь. Такого больше не видела нигде. Может, это какой-то забытый обычай. Да, это забытый, но очень правильный обычай в древние времена и стародавние времена.
жгли после умершего его постельное белье, иногда и вещи. Понимаете как? То, что мы отдаем тому миру, вот, например, народы Севера, когда садятся за стол, перед этим угощают духов дома. Благодарят духов дома за то, что им есть что поесть, что у них дом под охраной, что они могут спокойно жить и так далее. Они кидают в огонь, значит, продукты. И через этот огонь продукты как бы переносятся в параллельный мир. Теперь, когда в древние времена покойных хоронили, как правило, если это был правитель, аж наложниц хоронили вместе с ним, чтобы они прислуживали ему и там. Целая армия, терракотовая армия, значит, императора Цинь-Ша Хуанди, вы знаете, да? Когда хоронили прям живых людей вместе с конями. А потом он приказал не людей, а сделать копии всех своих воинов из терракоты, значит, и вместе с ним похоронить, чтобы эти все воины прислуживали ему и после жизни. Вы удивитесь, но я вам хочу сказать, что таким великим душам, которые в этом мире, почему им дано больше, чем, например, обычным душам? И неправда, что все мы одинаковые, после смерти уйдем в одинаковый мир, и все будем на одном уровне. Нет. Такие великие люди брали на себя огромный груз, огромную ответственность и несли эту ответственность. Их же не просто так отправляли, например, этих людей отправляли в наш мир, кого-то отправили сохранить, скажем, продолжение нации, спасать этот народ, спасать страну, чтобы эта нация продолжалась, и в этом заслуга этого правителя, предположим. Кого-то отправили расширить границы завоевания, потому что так нужно было для сил определенное время и так далее. И эти люди эту функцию выполнили. Все, для чего их отправили в этот мир, это не просто так. Знаете, как вот человек пришел, обычный человек, и вдруг, благодаря своим заслугам, своему уму и знаниям, значит, он стал императором. Нет. Его отправили сюда, он должен был стать императором. Его вели к этой цели, помогали, учили, дали возможность, силу, талант, умение, и он стал императором, потому что его отправили сюда быть императором, а не там кем-нибудь. По-моему, Мария Аронова сказала, актриса, говорит, вы знаете, я каждый день говорю, ведь это мне дано, и могут забрать в любой момент. Я, говорит, не знаю, как это делается. Вот я выхожу на сцену, и как будто кто-то за меня играет просто. Я вот на одном дыхании это все сделала, показала, все в восторге. Я выхожу и думаю, а что я такого сделал? И все говорят, все талантливые люди, что я выхожу, и кто-то за меня все это делает. Я иногда включаю, например, да, начинаю с вами говорить, и кто-то через меня просто вам все это объясняет. Иногда я слушаю, я понимаю, что это мои знания, да, через мои там знания это дано, но я понимаю, что это не я, это не совсем я. Я бы, может, не додумалась даже вот ответить таким образом на ваш вопрос в какой-то момент. Эта мысль пришла, потом я сижу, думаю, а ведь правду я сказала, так и должно. Это же действительно, если так подумать, да, это так и... А как мне пришло это? Ведут. Так вот, люди, знаете, такое выражение, у кого много ответственности, у того и больше прав. Вот люди, которые рисковали своей жизнью, потому что первым делом казнили кого? Императоров, царей, если там первым делом глав государств, правда? До крестьянина дела нет завоевателю. Крестьянин будет платить дань. Первым делом уничтожался государь. И поэтому такие люди, я имею в виду не деспоты и не самодуры, а достойные, сильные правители, они приходили сюда, и после их смерти они точно так же правителями возвращаются в мир иной. У них есть свой маленький мирок, у них есть свое царствие, у них есть своя армия. Тех людей, которые ему служили при жизни, он имеет право их просить к себе. Вот такие вот, да, миллионные миры там духов, которые, ну, просто... Это, конечно, по выбору человека, когда человек уходит, ему могут сказать, хочешь ли ты служить своему государю, там тоже, и он согласится.
Так вот, все, что после смерти человека отдавалось, утварь хоронили с ним, украшения, это все переходило в параллельный мир. Когда говорят, с собой ничего не унесешь, да, материально не унесешь, но отданное материально там материализуется, понимаете? Все, что у нас в жизни происходит, это игра нашего сознания, мозга. А может, не здесь мы живем, а может, мы живем во сне. Может, настоящая жизнь наша там, а нам кажется, что здесь материальный мир. Вот мы касаемся друг друга, у нас тут кошки, собаки, дом. А может, это все сон. Может, это мой мозг обманывает меня, что я здесь живу реально, а реально живу я там. Потому что есть очень реалистичные сны, когда мы там точно так же чувствуем и объятия, и разговоры, и у нас дети там есть, и семья. Мы также чувствуем, мы просто полностью живем там. А потом приходим в этот мир и думаем, слушай, как так? Ну, я там настолько это было мое, это же были мои дети, мой дом. Я же это чувствовала, как вот здесь чувствую. Почему? Потому что у нас много жизней, понимаете? Мы много где бываем. И у нас много ролей, которые мы играем за свою жизнь. Это очень глубокая тема. Так вот, поэтому сказано, что нельзя грабить мертвых. Нельзя открывать гробницы, даже если для изучения. Многие профессора наказывались. Все, что там оставлено, оно в параллельном мире принадлежит мертвому. Когда ты забираешь, он лишается в том мире вот этого. То, что ему дали, это его дар. И ты за это можешь ответить. Очень страшно. После того, как были открыты эти терракотовые войска, Азия подвергалась много раз землетрясениям, наводнениям. Вы не думали, почему? Потому что у императора Цинь Шахуанди отобрали войско, и он гневается. Когда раскрыли гробницу Чингисхана и забрали его, значит, останки для того, чтобы понять, как он выглядел и так далее. Ой, Чингисхана, извиняюсь, неправильно сказала. Тамерлана. Чингисхана нет гробницы, нет могилы. Тамерлана, да. Старики били их этими бадиками, пришли прям, начали бить археологов, еле-еле удерживала милиция. Привезли в Москву, и там было сказано, что если кто потревожит дух великого Тимура, значит, то дух войны вырвется наружу, и будет великая война, и многие погибнут. Он заберет к себе в армию очень многих. Что случилось? Это рассказывают очевидцы, говорят, верите, не верите, ваши проблемы, но через 6 дней после того, как в Москву были доставлены останки Тимура, началась Великая Отечественная война. И в течение 5 лет добивались люди из Средней Азии. Над ними смеялись, конечно, коммунизм, Бога нет, ничего нету, а вы тут ерундой занимаетесь. И вот к концу войны еле-еле они добились этого. Понятное дело, что война не только заслуга того, что похоронили Тимура обратно, нет. Но через 6 дней после того, как его похоронили, вернули обратно в гробницу, война закончилась, и Берлин капитулировал. Понимаете? Это очень такие серьезные темы, которые не надо игнорировать. Если мы чего-то не понимаем, это не значит, что чего-то нет. Как говорил великий Авиценна, да, Ибн Сина, великий доктор, если твой мозг еще не дорос до чего-то, это не значит, что этого не существует. Так вот, почему жгли? Вопрос. Отдали ему его перила, его постель, туда, на тот свет. Хотя это архетип, это заложилось в нашей голове. Ну, мы некоторые вещи делаем, не понимая того, зачем мы это делаем. Нам кажется, что просто как бы все делали, мы делаем, и наши предки делали. Не, просто сожгли, потому что он же умер и мучился, как бы болел на этой постели, чтобы никто не спал. Не из-за этого. Да, точнее, думают, что из-за этого. На самом деле жгли, отдавая ему все его имущество, все его вещи, его постель, все, что есть. Эта традиция в некоторых регионах сохранилась. Ну, во многом забыто, конечно. В основном выкидывают, в основном перерабатывают там, или там стирают это все и прочее. В общем, вот, да, это первая часть вопроса. Дальше.
Еще такой вопрос. У меня много родных, которые уже ушли и похоронены на разных кладбищах. На некоторых есть оградки, а на других нет. Меня интересуют калитки. Когда были у бабушки, уходя, тетя калитку не закрыла. Спросил, почему? Она говорит, не знаю, так все делают. Я огляделась по сторонам, действительно, все калитки открыты. А у мамы калитку всегда на шеколду, да, закрывали. Бабушка и мама захоронены в разных областях. Как правильно делать? Вы знаете, все кладбища между собой связаны. Так же, как и связаны, например, все церкви между собой. Так же, как и связаны, например, все пространства между собой. Вот фильм «Аватар», сейчас не помню, кто был профессор, который выяснил, что деревья между собой сообщаются. И они понимают, кому нужна влага, делятся влагой, делятся жизненными какими-то ресурсами, чтобы помочь друг другу. Вот на этой основе был написан «Аватар». То есть, я, как и говорила, все, что мы создали не из откуда, а из Вселенной взяли. Тот же самый сеть. Та же сеть, которая невидимая сеть, да, волны телефонные. Откуда мы создали? От природы взяли. Вся природа – это сеть. Вы можете на могиле одного дорогого вам человека помянуть и поговорить, и прийти, и поставить им любимые блюда и так далее, всех ваших родных, которые ушли в мир иной. И они сообща это заберут. Это первое. Во-вторых, почему открывают калитку? Считается, что надо дать им погулять, выйти. Если нет калитки, нехорошо. Раз уж вы похоронили их, то нужна ограда. Желательно, чтобы она была. Потому что это их пространство, их мирок. Там их энергия. Дальше она не распространяется. Это как благодарность, это как поминание. То есть они дальше своей калитки уйти не могут. Это не потому, что они не могут через пространство пройти, а потому что есть определенный запрет. Потому что есть определенные правила мертвого мира. Если человек на кладбище ерундой занимается, его могут гнать духи. Как только он выбежал через оградку или перепрыгнул, дети так делают, всякой ерундой занимаются. Они видят, как этот сгусток облака, тот самый стражник, летит за ним до оградки, а дальше не может пройти. Не потому, что он не может пройти, и вот ему надо, как в материальном мире, значит, открыть дверь. Нет. Запрет стоит. Дальше не его пространство. Дальше совершенно иная энергия. Это для него токсично. У него может очень много сил уйти. Он может пострадать. Пострадать не в физическом плане, а у него могут забрать что-то. Он может быть наказан за нарушение этого правила. Вот почему. Поэтому, если уж вы, значит, похоронили, значит, по всем правилам делаете. Так, далее вопрос от Галины. Хочу поблагодарить вас за бесценные лекции, ритуалы, заговоры и так далее. Спасибо. Сегодня год, как умерла мама. Мы ходили на кладбище, вдруг на ограду... потеряла. Мамы садится птичка. Такую вижу впервые. Вся переливается, хвост бирюзовый, розовым. Посидела на ограде несколько секунд. Вдруг она хватает с могилы конфетку. Конфета в фантике, значит. И вот она взлетела с этой конфетой, садится на ветку сосны, шуршит, и обертка летит вниз. Она сидит и клюет эту конфету. Мама мне очень... Нет, не про маму. Я думала, это про могилу мамы. Интересно очень ваше объяснение. Еще сестра, когда раскладывала угощение на могиле, зацепилась ручкой сумки за ограду и повисла. То, что она зацепилась, это нехорошо. Значит, у нее болезнь впереди ожидается. Дать ей какой-нибудь из моих чисток, пусть проведет. На всякий случай. Если без последствий уйдет, значит, хорошо. Теперь, что касается птички. Так, друзья мои, хочу вам сказать, что мир мертвых использует энергию живых существ, животных в основном, чтобы послать вам сообщение.
Вот, например, было видео, где погибший парень на 40 дней, что ли, в общем, поминальный стол, и взлетает голубь домой, как будто эта птица знает, куда лететь. И она прилетела прям к матери, села значит, на голове матери и начала там гугукать. И мама, естественно, начала плакать. Кто это? Голубь – это его сын. Часто, знаете, неправильно говорят. Вот там, например, у меня муж умер, вот я встретила собаку, сразу же как будто это он пришел с этой собакой в наш дом. Нет. Мертвые используют энергию живых, животных, скажем так, и птиц, чтобы отправить вам послание. Энергию животных и птиц легче использовать им, чем энергию людей. Потому что для людей у них очень большой запрет стоит. Не могут они там в кого-то вселиться и так далее. Да и не нужно это делать. Они просто приведут человека в одержимость. А вот энергии животных и птиц они могут пользоваться. И непроизвольно, не понимая, куда они идут и что они делают, эти живые существа выполняют все указания и желания умершей души. Вот вы заметили, что, например, вы идете на кладбище, из ниоткуда, то есть ниоткуда не возьмись, или откуда не возьмись, выходит кошка или собака. Они в руки не даются, они дикие. Но они за вами идут, сопровождают. Придут, сядут возле могилы, посмотрят, вы там свечи поставите, что-то там скажете. Они могут ничего и не трогать вообще. Просто сидят, смотрят на вас, а потом вас провожают. Очень часто таким образом проявляется погостник. Иногда во время работы начинают вороны каркать жутко. Это тоже проявление погостного духа. Это значит, за вами наблюдают. Но иногда птицы, вот вы говорите, мы отнесли конфету, отдали, и птица пришла. Это не птице так нужно было, и не мама ваша в птицу вселилась. Но она использовала, вот если так можно сказать, воспользовалась энергией птицы, чтобы отправить вам послание. Это ее спасибо было. Спасибо за конфеты, спасибо, что пришли. Мне все это нравится, мне очень приятно. А то, что она фантик развернула, это вам должен был быть сигнал, что разворачивайте, потому что они забирают энергию еды. Мы почему приносим на кладбище еду? Они же еду не будут есть руками. Они забирают энергию еды. Вот ради интереса, хотя я говорю, не ешьте никогда, если вы фортуне конфету поставили. Вот ради интереса налейте там сладкий сок, не знаю, поставьте ей конфеты. И недолго даже, через полчаса, чуть-чуть испейте из этого сока, вы увидите, он абсолютно безвкусный. Они вытягивают оттуда всю энергию, силу еды. Обесточивается еда полностью, понимаете? И для того, чтобы они вытягивали оттуда вот эту энергию, забирали себе, это кормление мертвых, это из язычества пришло. Но поскольку очень многое в язычестве люди не хотели забыть, людей устраивало, и праздники, и прочее, очень многое просто христианство вынужденно переняло и как бы оставило у себя как традицию, и уже с этим не борется. Поэтому люди приходят, оставляют конфеты, хотя некоторые батюшки ругают, говорят, зачем им мертвым конфеты, зачем вы приносите, это с язычества. Но основное количество людей ничего не говорят. Поняли, что это бесполезно. Это кормление мертвых. Так вот, разворачивайте в следующий раз фантики. А это вам послание от мамы. Спасибо, мне понравилось. И хорошо, что вы пришли. Вот что она хотела вам сказать, пользуясь энергией, силой этого существа, как птица, например. Так, вопрос. Добрый день, уважаемый Инга. Мне сейчас свекровь написала, что ей сегодня во сне приходил ее покойный муж. Обнял, сказал, что придет за ней через несколько дней. Я слышала подобные рассказы в ваших эфирах. Что делать в подобных ситуациях, чем ей помочь? Она очень сильно, активно работающая женщина. Ей скоро 70 лет будет, даст фору многим молодым. Что в таких случаях должен делать человек, к которому пришел покойный родственник?
Так, спасибо вам за помощь, ребята. И вам спасибо, что это цените. Что надо делать вашей свекрови? Ну, вашу свекровь надо отчитать, пока он действительно не забрал. С этим вопросом напишите мне после 9 вечера сегодня, потому что раньше я не смогу, буду очень занята. Я вообще в эти дни загружена, поэтому многим пока не ответила. Отвечу сегодня, вот сяду, все сделаю и сяду уже спокойно всем отвечу. Напишите, я ее отчитаю. И для всех остальных зевак, которые тут ошиваются, когда я сама предлагаю помощь, я не беру за это плату. Чтобы потом не сказали, вот, специально сказала, чтобы пришли деньги и принять. Нет. Если я сама предлагаю человеку помощь, я плату не беру. Так, и последний вопрос, наверное. Здравствуйте, уважаемый Инга. Умер брат 4 года назад. В комнате, где он умер, был шкаф зеркальный. Неизвестно, сколько он пролежал мертвым, пока его обнаружили. Может, неделю, зеркала не закрыты были. Он жил в другом городе. Меня беспокоит, что зеркало не было закрыто, он долго мертвым лежал. Получается, его душа могла заблудиться. Тело кремировали, я часто зажигаю свечи для него. Давайте так. Насчет заблудших душ и душ, которые умерли, и которых потом обнаружили, я как-нибудь дам работу для того, чтобы вы могли помочь этим душам, ну, по крайней мере, попросили, чтобы они ушли. Значит, что в этих случаях обычно делается? В этих случаях эти зеркала снимаются, уносятся и закапывают лицом вниз. Зеркало теряет свою зеркальную силу, зеркальный коридор закрывается, и если душа заблудилась там, как вам кажется, или там, по крайней мере, какая-то энергия души осталась, она уходит, высвобождается. Это вы знаете. Вы можете отдельно попросить с этого шкафа снять это зеркало, заменить другим зеркалом. Вот зеркало снять, или там еще есть зеркало, снимайте, уносите, просите кого-то, не разбивайте, осторожно, конечно. Уносите, закапываете где-то. Вот довольно такую глубокую яму надо зарыть. Для чего? Для того, чтобы зеркало не разбилось, чтобы никто не выкопал, чтобы оно там долгое время лежало. По крайней мере, год полежит, и все, уже все закончится. Если вам сильно вас сильно беспокоит. Но, с другой стороны, это не факт, что обязательно то есть душа должна застрять в зеркалах. Чтобы не застряла, чтобы не заблудилась, чтобы на всякий случай подстраховаться. Поэтому закрывать зеркала. Но это не факт, что он прям там остался и что там теперь уже будет мучиться. Это не, понимаете, это не, как вам сказать, это люди это делали для того, чтобы избежать таких возможностей. Но мы точно не можем знать, в зеркале заблудилась его душа, осталась ли в доме или нет. Но вообще после таких смертей, конечно, это нехорошая смерть, когда человек долго не находит, его душа долго не может найти покой. Лучше, конечно, квартиру очищать. То есть вот, пожалуйста, есть ритуалы. Но хотя каждому по вере, если вы хотите, можете вызвать батюшку, он может чистить, убрать. Но это ненадолго хватает, к сожалению. Но можно и такое делать. Любая чистка в любом случае помогает. А вот чистка, скажем, связанная с более древними силами, естественно, она сильнее. Так, о чем мы с вами? А если вы переживаете, беспокоитесь, и как бы вам это не дает покоя, то вот я вам посоветовала, как сделать. Все, друзья мои, на сегодня достаточно. Сейчас я загружу. Значит, и остальные, конечно, продолжим мы с вами эту рубрику. Я еще новую хочу продолжить, мистическое. Но пока еще не объявляла. Когда объявлю, тогда уже мы с вами решим, как что делать и как быть. Итак, на этом все. Вопросы, еще раз напоминаю, «Мир мертвых». Ваши вопросы 6 месяцев назад почти снято. Вот там пишите, пожалуйста. И чьи вопросы я, значит, озвучила, ответила, я их удаляю, чтобы мы не забыли, по новой не читали, время не занимало это. Все, желаю вам всем удачи и всех благ.